Как вкусно пахнет. Пахнет летом и растениями. Я хочу понюхать этот куст. Как он вкусно пахнет. Нюхать, понюхать, пахнуть. Студенты все время путают эти глаголы. Всем привет, я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Друзья, через несколько минут вы запомните эти глаголы и больше никогда не будете их путать. Мы начинаем. Изучай русский с удовольствием и с русским радиошоу. Изучай русский с удовольствием. Смотрите, смотрите, какие красивые цветы. Я хочу их понюхать. Я хочу понюхать эти цветы. Я нюхаю цветы. Цветы пахнут очень вкусно. Цветы пахнут летом, свежестью, сладостью. Я нюхаю цветы. Ах, как вкусно они пахнут. Давайте начнем с первой пары глаголов. Нюхать – несовершенный вид, понюхать – совершенный вид. Здесь есть буква «Н» – нос. Нюхать, понюхать – это активное действие, когда мы хотим почувствовать запах. Мы носом делаем так. Мы нюхаем. Итак, нюхать – будущее время. Я буду нюхать, ты будешь нюхать, он, она, оно будет нюхать, мы будем нюхать, вы будете нюхать, они будут нюхать. Настоящее время. Я нюхаю, ты нюхаешь, он, она, оно нюхает, мы нюхаем, вы нюхаете, они нюхают. И прошедшее время. Мужской род. Мужчина нюхал, женщина нюхала, оно что-то нюхало, и множественное число мы, вы, они нюхали. Теперь совершенный вид, глагол «понюхать». Мы помним, что у совершенного вида есть только будущее время и прошедшее. Итак, будущее время. Я что сделаю? Понюхаю, ты понюхаешь, он, она, оно понюхает, мы понюхаем, вы понюхаете, они понюхают. Прошедшее время. Мужской род. Мужчина, он понюхал, она понюхала, оно понюхало, и множественное число мы, вы, они понюхали. Императив нюхай или нюхайте, понюхай, понюхайте. Теперь глагол пахнуть. Пахнуть – это немного пассивное действие, то есть мы носом ничего не делаем, мы не пытаемся почувствовать этот запах. Кстати, есть совершенный вид «запахнуть», но значение немножко другое. Это значит «начать пахнуть». Поэтому мы фокусируемся только на несовершенном виде. Я буду пахнуть, ты будешь пахнуть, он, она, оно будет пахнуть, мы будем пахнуть, вы будете пахнуть, они будут пахнуть. Настоящее время. Я пахну, ты пахнешь, он, она, оно пахнет, мы пахнем, вы пахнете, они пахнут. И прошедшее время. Мужской род. Внимание, он пах. Женский род. Пахла, она пахла, оно, средний род, пахло, и множественное число мы, вы, они пахли. После глаголов нюхать, понюхать мы используем винительный падеж. Кого, что. А вот после глагола пахнуть мы используем творительный падеж. И с глаголом пахнуть у нас часто используются безличные предложения. Здесь вкусно пахнет. Пахнет свежестью, пахнет летом. О, минуточку! Надеюсь, вы помните, что у нас есть существительное запах. Какой приятный запах! Друзья, я хочу сказать большое спасибо всем спонсорам русского радиошоу. Спонсорам на YouTube, спонсорам на платформе Spotify и на платформе Apple Podcast. Тем, кто отправляет свои донаты и поддерживает мой проект. Благодаря вам у меня есть возможность создавать новые видео и записывать новые подкасты. Так что, мои дорогие спонсоры, спасибо! Изучай русский с удовольствием. Знаете, как отличить русского человека? Русский человек
когда покупает овощи и фрукты, он их нюхает. Он всегда их нюхает, потому что помидоры должны пахнуть помидорами, а не пластиком. Яблоки должны пахнуть яблоками, а не химикатами. Напишите в комментариях, какой ваш самый нелюбимый запах. Например, есть люди, которые ненавидят запах жареной рыбы. Есть люди, которые ненавидят запах сельдерея. Наш оператор ненавидит запах сельдерея. Что я сегодня хочу купить? Я хочу купить киви, но киви обычно не пахнут. Киви не пахнут, у киви нет запаха. Киви не пахнут. Так, клубника. Клубника должна пахнуть клубникой, а не пластмассой. Пахнет клубникой. Такой свежий запах, запах клубники. Клубника хорошо пахнет. Еще я хочу помидоры. Вот запах должен быть натуральным, потому что если помидоры не пахнут, то они, скорее всего, невкусные. Так, какие помидоры я понюхаю? Понюхаю эти помидоры. Я беру помидор, и я его нюхаю. Вообще нет запаха. Помидор не пахнет. Помидор ничем не пахнет. Скорее всего, он невкусный. Я нюхаю эти помидоры. Тоже нет никакого запаха. Я нюхаю помидоры. Вот эти помидоры пахнут помидорами. Запах помидоров. А это подарок для нашего оператора, который ненавидит запах сельдерея. Хочешь понюхать? Видели бы вы лицо оператора? Мне нравится запах сельдерея. Сельдерей пахнет чем-то пряным, чем-то таким пряным. Такой интересный у него запах. Лайла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чем пахнет чеснок? Чеснок пахнет чесноком. Мне нравится запах чеснока. Конечно, мне не очень нравится, когда кто-то пахнет чесноком или от кого-то пахнет чесноком. Но когда я готовлю, запах чеснока достаточно аппетитный. А как вам запах лука? О, если кто-то перед важной встречей съел чеснок и лук, от этого человека пахнет ужасно. Этот человек пахнет обычно ужасно. Друзья, мы идем в рыбный отдел. Как вы думаете, чем пахнет в рыбном отделе? В рыбном отделе пахнет рыбой и морепродуктами. Здесь сильный запах рыбы, сильный запах морепродуктов. Здесь пахнет рыбой. Я не буду нюхать рыбу, потому что рыба пахнет рыбой. Привет! Привет! Привет, привет, привет! Привет! А это отдел хлебобулочных изделий. Здесь, конечно, пахнет хлебом и выпечкой. Мой любимый хлеб. Хлеб тоже должен пахнуть хлебом. Какой-то странный запах у этого хлеба. Я обожаю запах свежей выпечки. Когда ты чувствуешь запах свежей выпечки, сразу хочется купить все. А сейчас тяжелая артиллерия. Мы будем нюхать сыры. Так, сначала я понюхаю этот сыр. Вообще ничем не пахнет. Есть, кстати, такие сыры, например, рокфор, который пахнет очень сильно. Запах сыра рокфор не все любят, честно говоря. Мне нравится запах сыра, мне нравится запах сыров. Это очень аппетитный запах. Здесь пахнет бытовой химией, потому что здесь стиральные порошки, здесь кондиционеры для одежды, здесь разные чистящие средства, здесь пахнет бытовой химией. И здесь есть ароматические свечи. Так, я хочу понюхать, чем пахнет эта свеча. О, эта свеча пахнет каким-то фруктом. Пахнет персиком. Так, что у нас есть еще? Эта свеча пахнет лимоном. Эта свеча пахнет лимоном. Я сейчас нюхаю эту свечу, как собака. И свеча пахнет лимоном. А эта свеча чем пахнет? Давайте понюхаем. Эта свеча пахнет корицей. Эта свеча пахнет корицей. Кстати, запах корицы обычно вызывает аппетит. Так, что мы еще здесь можем понюхать? Вот есть ароматические палочки. Давайте понюхаем
вот эти ароматические палочки. Так, понюхаем, чем они пахнут. Они пахнут ягодами. Да, эти ароматические палочки пахнут разными ягодами и фруктами. Ягодами и фруктами. Здесь написано, что эти палочки пахнут океаном. Давайте понюхаем, действительно ли эти палочки пахнут океаном. Они пахнут океаном, в который вылили тонну стирального порошка и чистящего средства для посуды. Тара-тара-та. Есть люди, которые, когда покупают гель для душа или шампунь, его нюхают. Я никогда не нюхаю шампунь, но всегда нюхаю гель для душа, потому что я хочу знать, чем я буду пахнуть. Этот гель для душа должен пахнуть гранатом и ежевикой. Проверим. Я нюхаю этот гель для душа, и он ничем не пахнет. Никакого запаха. Понюхаем, чем пахнет этот гель для душа. Я нюхаю. О боже, какой сильный запах, такой сильный резкий запах. Друзья, в качестве бонуса еще несколько полезных глаголов, существительных и прилагательных. Если вы чувствуете очень неприятный запах, то вы можете сказать, чем здесь воняет. Чем это пахнет? Это не просто пахнет, это воняет. Есть также существительное вонь. Какая вонь! Фу! Какая вонь! И есть прилагательное вонючий, вонючая, вонючее, вонючие. Какие вонючие эти строители, которые делают у меня ремонт. И, конечно, у нас есть очень интересные фразы. Например, «пахнет жареным». «Пахнет жареным» — это значит, ситуация становится опасной и может случиться что-то очень неприятное. Например, ты слышал, что политики двух стран недавно очень сильно поругались? Пахнет жареным, возможен серьезный конфликт. То есть ситуация становится опасной, пахнет жареным. Еще одна интересная фраза «дело пахнет керосином». Значение похоже на предыдущее. Это значит, что ситуация становится взрывоопасной, неуправляемой. Нужно ждать беды. О-о, дело пахнет керосином. Может случиться что-то плохое. И третья фраза «ха, да он или она пороху не нюхал или не нюхала». И так обычно говорят о человеке, у которого небольшой жизненный или профессиональный опыт. Что он может знать? Он пороху не нюхал. Друзья, на сегодня все. Надеюсь, что теперь вы не будете путать эти глаголы. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Пока!